21 декабря 1891 года. Спрингфилд, США. Джеймс Нейсмит, 30-летний преподаватель физкультуры одного из колледжей, придумал способ, как разнообразить монотонные занятия студентов. Находчивый молодой человек принес в спортзал 2 корзины из-под персиков и повесил на перила балкона. После чего разделил учеников на 2 группы и дал им футбольный мяч, предложив поиграть, забрасывая его в корзины. Этот почти шуточный матч и стал рождением баскетбола. От английских «бол» – мяч, баскет – корзина. А сам Нейсмит вошел в историю и хронику вида спорта как отец-основатель и разработчик первых правил для мужского баскетбола. 1892. Автором правил для женского баскетбола стала американка Сэнда Беннерсон. 1893. На железном кольце баскетбольного щита появилась сетка, иное название опять же корзина. 1898 год. США. Возникла первая профессиональная организация – Национальная баскетбольная лига. Матчи в ней проходили 5 лет. 1904 год. Сент-Луис. На Олимпийских играх состоялся показательный турнир с участием нескольких американских команд. 1906. Санкт-Петербург. Создана первая в России баскетбольная команда, получившая название «Маяк». 1924. Состоялся чемпионат СССР номер 1 среди мужчин. Его победителем стала сборная Москвы, переигравшая сборную Урала. Аналогичный женский турнир через 13 лет выиграла московская «Динамо». 18 июня 1932 года. Женева. Основана ФИБА, Международная федерация любительского футбола. Первыми ее членами стали 8 стран – Аргентина, Греция, Италия, Латвия, Португалия, Румыния, Чехословакия и Швейцария. Также на Конгрессе утвердили и международные правила игры. В этом же году впервые прошел турнир женских национальных сборных. 1936 год. Берлин. Баскетбол включен в программу соревнований летней Олимпиады, проходившей в столице нацистской Германии. В финале сборная США обыграла сборную Канады 19-8. Почетным гостем турнира был Джеймс Нейсмит. 1947. В ФИБА вступил Советский Союз. Мужская сборная СССР выиграла в Праге свой дебютный турнир – Чемпионат Европы. В финале она победила сборную Чехословакии со счетом 56-37. 3 августа 1949 года. США. В стране создана существующая по сей день, причем в статусе сильнейшей и наиболее богатой лиги мира, NBA – Национальная баскетбольная ассоциация. 1950 год. Аргентина. Состоялся первый чемпионат мира среди мужчин. Золото досталось хозяевам площадки. В финальной поединке аргентинцы сенсационно обыграли олимпийских чемпионов 1948 года из США. 64-50. Начало 50-х. США. Зафиксировано проведение первых матчей по уличной разновидности баскетбола стритболу 3х3 и на одно кольцо. Сейчас это практически самостоятельный и очень популярный, в том числе и в России, вид спорта. 1953. Чили. Первый чемпионат планеты провели и женщины. Золотые медали у сборной США. 1958 год. Дебютировал розыгрыш мужского кубка европейских чемпионов. Победителем вышел чемпион СССР Рижский СКА, переигравший болгарский Академик 86-81 и 84-71. 1959 год. Спрингфилд. На родине вида спорта создан зал баскетбольной славы, получивший имя Джеймса Нейсмита. 17 февраля 1968 года его открыли для посещений. Экспонаты – это знаменитые игроки, тренеры, судьи и другие люди, внесшие важный вклад в развитие и популяризацию игры. Так, 11 мая 1992 года в зал славы был включен бывший защитник Свердловского Уралмаша и московского ЦСКА, олимпийский чемпион 1972 года Сергей Белов. Позднее в него попали знаменитый советский тренер Александр Гомельский и игравшие под его руководством сборной СССР олимпийские чемпионы 1988 года Арвидас Сабонис и Шурунас Маршеленис. Включена в списки членов зала и двукратная чемпионка Олимпиад 76 и 80-х годов. В составе советской национальной команды Ульяна Семенова. 1960 Рига.
Местный СКА устанавливает под руководством Александра Гомельского до сих пор никем не побитый рекорд, побеждает в Кубке чемпионов Евролиги в 3-й раз подряд. 1976 год. Монреаль. Состоялся первый олимпийский турнир среди женских национальных команд. Чемпионом игр стала сборная СССР во главе с 210-сантиметровой центровой Ульяной Семеновой и лучшей в то время клубной команды Европы рижского ТТТ. В решающей игре советская сборная разгромила американок со счетом 112-77. 1989 год. Мюнхен. На Конгрессе ФИБА принято решение об участии профессионалов во всех ее соревнованиях, включая и Олимпийские игры. Из названия федерации исчезло слово «любительское». 1992 год. Бари, Италия. Прошел финал первой женской Евролиги, турнира сильнейших клубных команд континента. Испанская Роскасарес обыграла в нем последних чемпионок СССР из киевского «Динамо» 66-56. Российский клуб смог победить в Евролиге 11 лет спустя. Это сделал УГМК из Екатеринбурга, переигравший в финале французский Валансьен 82-80. 2002 год. Болонья. Состоялся первый в истории финальный матч объединенной мужской Евролиги. Греческий Панатинаикос со счетом 89-83 нанес поражение итальянскому Виртусу. 30 апреля 2006 года. Прага. Впервые турнир мужской Евролиги выигрывает команда из России. Московский ЦСКА победил Маккаби Тель-Авив 73-69.